Здравствуйте! Наверняка вы любите просматривать фотографии. Давайте сегодня вместе посмотрим на несколько мистических фото. Думаю, вам будет очень интересно. Дом престарелых может быть пугающим местом, особенно ночью. А это фото темного коридора в доме престарелых может привести в ужас. В ночь, когда было сделано это фото, один пенсионер скончался. Через 15 минут после этого работники и другие пенсионеры слышали, как двери начали открываться и закрываться сами по себе. Кроме того, в помещении, где этот человек умер, лампа начала включаться и выключаться без посторонней помощи. Один из пенсионеров решил выйти в коридор, когда слышал, что двери кто-то открывает и закрывает, но в итоге сфотографировал это. Люди, живущие и работающие там, были в ужасе от увиденного. Из-за череды необъяснимых событий после смерти того человека пенсионеры и работники начали верить, что это был недавно скончавшийся мужчина. В любом случае, это фото довольно жуткое. На этой фотографии мы видим грустное лицо мальчика, которое, кажется, смотрит в объектив фотоаппарата, как будто прося помощи. Эта фотография несколько лет назад была загружена в интернет, но объяснить, что за мальчик изображен на фото, так никто и не смог. А все потому, что не родственники и не знакомые делали это фото, а неизвестный фотограф для своего портфолио. Так кто же этот ребенок? До сих пор никто не смог узнать ни его, ни кладбище, на котором сделан снимок. А без этой базовой информации никто не может узнать личность этого несчастного духа. Недавно в интернете появилось несколько фотографий этого существа около оврага возле Великой Китайской стены. Автор снимков сказал, что поехал в туристическую поездку в Китай. Когда они разбили лагерь, он отошел и заметил это странное существо, сидящее на корточках. После этого турист достал свой телефон и сделал несколько снимков. Авторы снимков даже расспрашивали журналиста о том, что он видел. Люди в интернете высказали мнение, что это существо очень похоже на Голлума из «Властелина колец» или на Добби из «Гарри Поттера». Но кто же это на самом деле, решать вам. Уильям Райан из Ирландии сделал это фото снаружи реабилитационного центра. На фото видно необычное оранжевое свечение прямо над дверью здания. На первый взгляд кажется, что этот объект случайной формы. Тем не менее, при более тщательном осмотре фотографии заметно, что это свечение похоже на крылатое существо, возможно, даже на ангела. По словам Райана, один сотрудник этой клиники недавно в ней умер. Плюс ко всему, когда туда заходишь, появляется необъяснимое жуткое чувство. Так может, этот дух недавно умершего здесь работника проявился на фото? Человек по имени Марк переехал в новый дом в Чешире. Он делал ремонт и жил там один. Плюс ко всему, Марк часто слышал странные звуки. Шаги, щелчки от срабатывания выключателей света. Он думал, что ему это все чудится. Он даже не обратил внимания на внезапную и необъяснимую смерть женщины, жившей здесь до него. Во время праздника в своем доме он решил сфотографировать 4 своих друзей. Если вы внимательно посмотрите на картину на заднем плане, то увидите на ней женское лицо, которое смотрит прямо в камеру. Марк был встревожен этой фотографией. Затем он несколько раз подряд сделал разные снимки этого места, но на них ничего не было. Это фото было сделано в одном заброшенном здании Великобритании. Человек, сделавший фото, утверждает, что когда он делал снимок, то ничего необычного в комнате не заметил. Но когда он уже дома начал просматривать фотографии, то увидел это. Жуткая фотография со страшной атмосферой. Однако, если вы внимательно посмотрите на дверной проем справа, то увидите в нем кое-что пугающее. Там стоит призрачная фигура, выглядывающая из-за угла. О старых зданиях, как это обычно бывает, ходят различные слухи, и, вероятно, эта фигура связана с одним из таких событий, но на данный момент личность этого духа остается загадкой.
Один пользователь Фейсбука, Виктория Ньюдик, заметила в группе по морской тематике это странное фото. На переднем плане фотографии вы можете увидеть двух маленьких девочек, стоящих на берегу под темным ночным небом. Но если присмотреться на задний план, то можно заметить, что девочки стоят не одни. По обе стороны от детей камера поймала по паре светящихся глаз. Справа вы можете увидеть силуэт странного существа, который стоит в воде и смотрит на девочек. Сами девочки, кажется, даже не догадываются об этих существах, поэтому можно сделать вывод, что эти сущности не видны невооруженным глазом. Эта женщина фотографировалась с сыном в парке возле пруда. Когда она впервые увидела эти фотографии, то ничего необычного не заметила. Но позже она обнаружила кое-что тревожное. На земле около парковки стоит маленькая девочка и, кажется, наблюдает за матерью и ее сыном. Девочка одета в коричневое платье, у ее кожи коричневый оттенок, и сама она сливается из-за этого с землей. Она держит что-то в одной руке, а другая рука отсутствует. Очевидно, что это необычный живой ребенок, проводящий время в парке. Мама мальчика пыталась исследовать эту местность, чтобы узнать, что это за девочка и не случались ли здесь трагедии. Но ее поиск не дал результатов. На данный момент история этой девочки остается загадкой. Когда вы впервые посмотрите на это фото, то вы сначала сосредоточитесь на мужчине в маске демона в центре кадра. Но хоть эта маска и вправду страшная, но на этой фотографии есть нечто более жуткое. Над головой девушки слева появился размытый образ в виде человека. Но по словам друзей, в этот момент, когда они фотографировались, рядом с ними никого не было. Более того, они уверены, что сзади них тоже никто не стоял. Так что же это за таинственный образ? А эта женщина была, вероятно, в ужасе, когда посмотрела на этот снимок. Поначалу фото не выглядит пугающим, но если присмотреться, страшная тень находится позади лица девушки, и эта тень тоже смотрит в камеру. Что делает эту фотографию действительно страшной, так это то, что этот фотограф заметил это полупрозрачное лицо, а не сама девушка. По его словам, программное обеспечение, которое он использует для обработки фото, может распознавать лица. Когда он редактировал эту фотографию, то его программа все время фокусировалась на лице в тени вместо женского лица. Поле битвы в Геттисберге в Пенсильвании считается одним из самых известных мест, где часто можно увидеть призраков. На этом поле битвы случился поворотный момент в американской гражданской войне. Там погибли более 7000 солдат. На этом фото вы можете увидеть офицера в одежде армии конфедерации, проходящего мимо скал. Туристическая группа, кажется, не замечает его, но он все-таки попал на фотографию. Леди Дороти Уолпол из Англии была обвинена в супружеской измене. Ее муж приказал ей не выходить на улицу и прожить до конца жизни в стенах дома, больше известного как Рейнхэм Холл. Она оставалась в нем до 1726 года, пока не умерла от оспы. Сейчас из этого дома сделали музей. Согласно легенде, она отбывает свое наказание и после смерти. Это жуткое фото как раз сделано в этом доме, и оно больше известно как «Призрак коричневой леди». Вы наверняка видели это фото. Ее называют «коричневой леди», потому что когда она появляется, на ней обычно коричневое платье. За долгие годы в этом замке много раз замечали этот призрак, и кажется, этому духу суждено вечно бродить здесь. Есть люди, которые любят фотографировать себя, и такими фотографиями редко кого удастся напугать. Ян Рин и Эйприл Рус были, конечно, удивлены, когда они посмотрели на свое фото. Они ужинали в одном из старейших ресторанов в Новом Орлеане. Прямо над плечом мужчины вы можете увидеть полупрозрачное лицо девушки. И так тоже это мистическая фигура. Согласно местной легенде, в этом ресторане часто появляется Джулиан, она же Веста Тилли. Джулиан была актрисой, и причем очень популярной. Она стала знаменитой благодаря тому, что снималась в немом кино. Она также выпускала свою собственную линию косметики. Ее фото висело в том месте до 2013 года, пока его не убрали на чердак. Работники ресторана утверждают, что стали часто ее видеть после этого. Так может, полупрозрачная фигура на фотографии – это она?
В январе 2017 года была обнаружена мумифицированная лапа. Брайан Фостер и его команда утверждают, что получила этот странный образец от группы спелеологов, которая исследовала сеть туннелей в южной части Перу. Этот рентгеновский снимок показывает, что у каждого пальца по 6 фаланг. Врач, знакомый Фостера, которому дали этот образец на проверку, подтвердил, что это не подделка, а настоящая лапа с тканями и костями. Но ее ДНК не совпадает ни с одним ДНК животного на Земле. Я ни в коем случае не утверждаю, что абсолютно все эти фото настоящие. Все решают сами, верить или нет. А то сейчас все умники начнут писать, что это фейки. Может и фейки, но лично для меня было интересно собирать для вас все эти фотографии. Вот и все на сегодня. Всем удачи и пока!